Леонардо Ди Каприо – это не просто актер, а мастер перевоплощения, который завораживает зрителей своими уникальными фишками. Никаких микрофонов, ясно вам? Это очень опасно. Микропроцессоры. Микро что? Микропроцессоры. Скорее всего, вы замечали, что у многих актеров есть свои фирменные приемы, которые со временем становятся их визитными карточками. Брэд Питт жует, Том Круз бежит, а Леонардо Ди Каприо танцует и психует. Сегодня мы разберемся, как обычные движения и вспышки гнева превратились в уникальный стиль Лео и сделали его экранных героев по-настоящему живыми и запоминающимися. Продай мне эту ручку. Начнем с танцев. Уже в 2 года Ди Каприо впервые выступил с импровизированным танцем на фестивале перформанса, а в 1984 году маленький Леонардо занял 3-е место на небольшом конкурсе брейк-данса в Германии. История интересна тем, что он не планировал участвовать в соревнованиях. Ди Каприо гостил у своей бабушки в Германии, и этот конкурс просто удачно попался под руку. На фото с этого события мы можем видеть еще совсем молодого Лео. Забавно и то, что в газете имя тогда еще никому неизвестного мальчика написали с ошибкой. Представляю, как редактор кусал себе локти, когда узнал, кем стал этот мальчик в будущем. Я король мира! Многие слышали, что Лео с ранних лет постоянно ходил на кинопробы, где ему часто отказывали. Прослушивания в раннем возрасте, они жесткие. Я помню, какой-то ребенок принес пистолет на прослушивание. Недавно в интервью он признался, что многие отказы были связаны с его увлечением брейк-дансом, вызывающим стилем и прической. Дошло до того, что наш герой стал сомневаться, стоит ли ему вообще становиться актером, и всерьез задумался о карьере биолога. Во всем остальном я был достаточно посредственен. Кроме биологии, тут я хорошо успевал. Благо, успех его брата Адама Фаррера, подписавшего рекламный контракт на $50 000, окончательно убедил его стать актером. После того, как он увидел, что можно зарабатывать такие деньги всего лишь за одни съемки, он забыл о карьере биолога навсегда. Лео смог найти агента, которому понравились и его прическа, и его стиль. После этого он отказался от брейк-данса и окончательно сконцентрировался на актерстве, снявшись в более чем 30 рекламных роликах и нескольких сериалах, включая «Санта-Барбару», «Розанну» и «Новые приключения Лесси». Даже учитывая все вышеперечисленное, назвать Лео профессиональным танцором сложно. Все мы с детства занимались различными видами спорта и ходили в кружки. Посему каждый должен понимать, на каком уровне находятся танцевальные способности этого актера. Однако это не мешает ему дарить нам, зрителям, действительно запоминающиеся и лаконичные движения. Возьмем для примера один из самых запоминающихся танцев в его карьере – танец из фильма «Волк с Уолл-стрит». В этой сцене Джордан Белфорт в исполнении Ди Каприо танцует на вечеринке, полностью погружаясь в ритм и атмосферу мероприятия. Любопытно, что эта сцена частично была импровизацией. Ди Каприо просто отдался моменту, и то, что вышло, стало мемом. Он говорил в одном из интервью, что никогда не готовился к этому танцу, а просто вошел в образ, и именно это придало сцене такую энергетику и реализм. Видно, что Лео очень хорошо прочувствовал своего героя, чего только стоит этот момент со съемок фильма, где он перевоплощается в Джордана Белфорта за считанные секунды, как истинный профессионал своего дела. Я стал меньше продавать себя и больше готовиться к ролям, глубже изучать персонажей и перестал думать, что моя самооценка зависит от того, дадут мне работу или нет. В «Великом Гэтсби» танцы на вечеринках отражают весь блеск и богатство жизни его персонажа, Джея Гэтсби. Движения показывают зрителю, насколько этот герой наслаждается своей роскошной жизнью, но при этом передают некую внутреннюю пустоту и одиночество. Именно в таких сценах проявляется мастерство Ди Каприо. Его движения не просто дергание под музыку, они работают на раскрытие персонажа. Еще один яркий танцевальный момент был в фильме «Однажды в Голливуде», где танцы его персонажа, актера Рика Далтона, также стали знаковыми. Эти движения передают весь спектр эмоций, от ностальгии по уходящим временам до легкого комизма ситуации.
каждом движении чувствуется, что этот персонаж живет в своем мире, где танец – это способ убежать от реальности и вновь почувствовать себя на пике славы. Нельзя не упомянуть и танец Лео из культового «Титаника». В этом эпизоде его персонаж Джек Доусон танцует с Розой на вечеринке в 3 классе, где царит полная свобода и радость. Танец наполнен легкостью и искренностью, которые идеально передают дух Джека, свободолюбивого художника, живущего одним моментом. В этой сцене чувствуется настоящее единение героев и неподдельное наслаждение жизнью. Именно такие искренние моменты делают танец знаковым. Ди Каприо, будто бы сливаясь со своим героем, дарит сцене ту самую живость и легкость, которые так полюбились зрителям. Выгни шею. Видишь, докуда долетел? Даже в реальной жизни танцы Лео становятся популярными. В интернете вы можете найти огромное количество видео от папарацци, где Ди Каприо в не самом трезвом состоянии танцует в различных ночных клубах. Этот танец в Майами так вообще стал хитом ТикТока, который обсуждался в американских СМИ несколько месяцев. Вторая фишка Леонардо – это нервные срывы. Если танцы – это своеобразный способ показать легкомысленность или бунтарство его персонажей, то нервные срывы – это всегда глубокое погружение в эмоции героя. Ди Каприо мастерски передает стресс, напряжение и внутренние конфликты, которые испытывают его персонажи. И тут легко можно вспомнить сразу несколько культовых сцен. Возьмем, к примеру, «Остров проклятых». Здесь Лео играет роль федерального маршала Тедди Дэниелса, который расследует исчезновение пациента в психиатрической клинике. Ди Каприо изображает паранойю и отчаяние с такой силой, что зритель буквально ощущает весь ужас и безумие, которые овладевают его персонажем. Это не просто нервный срыв на экране, это настоящая игра на пределе возможностей, где каждое слово и жест показывает глубину внутренней борьбы героя и его желание не верить в то, что на самом деле происходит. Жить монстром или умереть человеком? В «Авиаторе», где он играет Говарда Хьюза, страдающего от обсессивно-компульсивного расстройства, Молоко, бутылки, закупоренные. его нервные срывы настолько убедительны, что заставляют зрителя сопереживать и чувствовать дискомфорт вместе с героем. Ди Каприо настолько правдоподобно передает симптомы и поведение человека с ОКР, что его игра впечатляет даже специалистов в области психиатрии. Недостаточно. Их нужно полностью сгладить. В «Однажды в Голливуде» Лео мастерски передает переживания своего персонажа Рика Далтона, страхи, сомнения и постоянное ощущение, что лучшие времена уже позади. Особенно впечатляет сцена в трейлере, где Рик срывается, проявляя весь спектр эмоций – от ярости до отчаяния. Это не просто актерская игра, а глубоко прочувствованный образ человека, который отчаянно цепляется за свою славу, превращая каждый нервный срыв в настоящее драматическое произведение. В «Отступниках» Ди Каприо исполняет роль Билли Костигана, полицейского, работающего под прикрытием в мафиозной среде. Его герой – человек на грани, постоянно находящийся как под давлением, так и в смертельной опасности. Лео мастерски передает напряжение, тревогу и страх разоблачения, которые буквально пронизывают каждый его жест и взгляд. Особого внимания заслуживают моменты, где его персонаж почти ломается под тяжестью двойной жизни. Это настоящая борьба за выживание, полная внутреннего конфликта и моральных терзаний, которые делают игру Ди Каприо по-настоящему мощной и захватывающей. Я не могу изображать другого человека каждый день. Хватит с меня этого дерьма. Ну и, конечно же, одна из самых знаменитых сцен Ди Каприо, которая заслуживает отдельного упоминания, это момент из фильма «Джанго освобожденный». Во время съемок сцены в доме Келвина Кенди Лео случайно разбил стеклянный бокал и порезал себе руку, но, несмотря на кровь и боль, продолжил сцену, как будто так и было задумано. Этот момент вошел в фильм и стал культовым, а зрители еще больше оценили его преданность работе и способность полностью погружаться в роль. Ты это заслужил? Да, сэр. Все это превращает Леонардо Ди Каприо в уникального мастера перевоплощения. Он не просто играет роль, он ее проживает.
Способность Лео рассказать историю через такие, казалось бы, мелкие детали, как танец и вспышка гнева, делает его актерскую игру по-настоящему глубокой и многогранной. Именно это и превращает его в одного из величайших актеров нашего времени. Он умеет показать эмоции, которые зритель чувствует кожей. Благодаря таким актерам, как Ди Каприо, кино становится не просто развлечением, а настоящим искусством, способным пробуждать в нас самые глубокие чувства, тем самым заставляя задуматься о жизни. На этом все. Поделитесь в комментариях, какие сцены с танцами или нервными срывами Лео запомнились вам больше всего. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк, если вам понравилось это видео. Удачи!